Еще одна душа уходит. Тихо пробормотал Артур, прокатив металлическую каталку по длинному коридору крематория в Брайтон-Хилле. Серые стены, едва освещенные тусклым светом, отражали стук колес, и в этой тишине звук глухо отдавался эхом. На каталке лежал простой деревянный гроб с телом женщины по имени Марта Силвер. Ей было 66 лет, и, согласно документам, она умерла от сердечного приступа. Бумаги были оформлены похоронным агентством, все выглядело стандартно буднично. Но что-то в этом деле беспокоило Артура. Ни одного родственника, ни цветка, ни прощального взгляда. Обычно хоть кто-то приходил — племянник, соседка, дальний друг. Здесь же полное отсутствие человеческого участия. Как будто ее стремились забыть как можно быстрее. Даже имя на табличке было напечатано неровно, будто в спешке. Когда Артур начал снимать металлические ручки с гроба, как того требовал протокол, он открыл крышку, чтобы проверить карманы одежды на предметы, запрещенные для кремации. Его взгляд задержался на лице Марты. Она выглядела так, будто спала. Легкий румянец на щеках, кожа не потеряла оттенок. Артур поежился, вспоминая мать. Вздохнув, он поправил ей руку и почти закончил, как вдруг заметил неровность на подкладке платья. Он потянул за край ткани и вытащил аккуратно сложенный лист бумаги. Сердце застучало быстрее. Это была записка. На ней дрожащим выцветшим почерком было написано «Пожалуйста, не сжигайте меня». Артур остолбенел. Он перечитал фразу несколько раз, словно надеясь, что ошибся. Но слова были перед ним. Его пальцы дрожали. Он посмотрел на тело, а потом снова на бумагу. Внезапно мужчина осознал, что одна из рук женщины лежала не так, как он ее оставлял. Артур потянулся к запястью и нащупал пульс. Он вскрикнул от ужаса и сразу захлопнул крышку. Мир покачнулся. Он чуть не отправил живую женщину в печь. Схватив телефон, он попытался набрать номер службы спасения, но экран показал «нет сигнала». Проклятые бетонные стены крематория. Ему нужно было выйти во двор. Выбегая, он услышал настойчивые удары в парадную дверь. Там стоял запыхавшийся молодой человек. «Скажите, пожалуйста, вы еще не кремировали Марту Силвер? Это моя мама!» — закричал он. Артур ошарашенно замер. «Кто вы?» — спросил он. «Джейден. Джейден Силвер. Я ее сын. Скажите, что она еще здесь!» Голос юноши дрожал. Артур не сразу поверил. В документах значилось, что родственников нет. Но Джейден смотрел ему в глаза, и в этих глазах было отчаяние. «Вы нашли записку?» — спросил он почти шепотом. Эта фраза окончательно убедила Артура. Он ничего не сказал, лишь взял Джейдена за руку и повел в техническую комнату, где оставил тело. Марта уже шевелилась. Джейден подбежал к гробу, опустился на колени и прошептал: «Мама! Мама, ты жива!» «Джейден? Где я?» — прошептала Марта, глаза ее были мутными, но узнавание пробежало по лицу. Артур наблюдал за этим в оцепенении. Он понял, здесь нечто гораздо большее, чем случайность. Он знал, если кто-то узнает, его уволят. Но оставить ее было невозможно. Он спрятал их на складе, куда почти никто не заходил. Когда его начальник пришел проверить ход процедуры, Артур солгал. Прах уже передан агентству. Он впервые в жизни лгал по работе. Но он чувствовал, что делает правильно. Позже в доме Джейдена Марта, окутанная одеялом, рассказала, что на самом деле произошло. Много лет назад у нее было 2 детей — Тревор и Оливия. Они выросли жадными, эгоистичными. Все, что она строила, ее магазин, бизнес, они воспринимали как свое.
В какой-то момент они перестали скрывать, что хотят только денег. Они унижали ее, требовали, брали деньги, шантажировали. Однажды они предложили поехать в отпуск. Марта обрадовалась. Думала, это шанс сблизиться. Но наутро обнаружила, что дети улетели без нее. Они заперли ее дома, оставили записку. «Ты слишком старая. Мы приедем позже. Отдохни». Она не ела, не пила. И в тот день, когда она вышла за едой, у нее прокололось колесо. Именно тогда она встретила Джейдена, 8-летнего мальчика. Он предложил помощь, и они вместе заменили колесо. Марта угостила его конфетами, а позже пригласила домой. Он был бездомным, но в его глазах была искренность. И именно он стал тем, кто заполнил пустоту в ее жизни. Марта усыновила Джейдена. И впервые за долгое время почувствовала счастье. Джейден рос добрым, умным, стремился учиться, помогать. Он стал ее настоящим сыном, а когда ему исполнилось 17, он попросил работу у нее в магазине. И Марта согласилась. Он был ответственный, честный, талантливый, в отличие от Тревора и Оливии, которые только тратили деньги и устраивали скандалы. Они чувствовали, что теряют власть. За год до совершеннолетия Джейдена Марта стала слишком неудобной. Тогда Тревор подмешал яд в ее еду, и она впала в кому. А потом они, ее дети, выключили аппарат в больнице. А позже сказали всем, что это было ее волей. Они решили сжечь тело, чтобы не осталось улик. Но Джейден все понял и успел подложить записку. Это были слова, которые спасли ее жизнь. Артур слушал с расширенными глазами. Это был кошмар, ставший явью. Он помог Марте и Джейдену скрыться, а позже стал их союзником. Именно он установил в доме предателей скрытые камеры. Он был как тень, невидимый свидетель. И когда настал день, когда Тревор и Оливия собирались объявить о своем господстве над бизнесом Марты, зал был полон. Они произносили свои речи как настоящие властители. Но вдруг двери открылись, и вошел Джейден. Высокий, уверенный, харизматичный. «Вы больше ничем не владеете-ка», — сказал он. «И знаете, почему? Потому что моя мама жива». Повисла небольшая пауза. И в эту тишину Джейден включил экран, где Тревор и Оливия четко говорят о том, как отравили мать, как собирались избавиться от Джейдена. Если этот паршивец что-то затеет, он пойдет за ней следом, — говорила Оливия на записи. Люди в зале ахнули. Секунды спустя вошла Марта. Седая, грустная, но полная решимости. Все обернулись. Оливия побледнела, Тревор оступился. «Как вы могли?» — спросила она. «Я вас растила. Бессонные ночи, моя кровь, мой труд. А вы? Я больше не ваша мать». Полиция уже была рядом. Их забрали, несмотря на крики и оправдания. Прошло много лет. Джейден вырос. Завел семью. Марта дожила до 96 лет. И когда настал ее час, он похоронил ее под тем самым деревом в саду, где Марта впервые встретила его. С надписью на камне: «Здесь покоится женщина, которую любили не по крови, а по сердцу». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.